Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите представить тему сегодняшней лекции. Информационные основы доказательной медицины. Ну, с чего мы начнем, пожалуй? Начнем с определением, что же это такое. Значит, доказательная медицина, ну давайте все-таки с англоязычного термина начнем. Evidence-based medicine или ABM, EBM. Это медицина, основанная на доказательствах в буквальном переводе. Но сейчас это несколько термин модифицируется, и, пожалуй, он позже там будет это уточняться, превращается в термин evidence-based healthcare, то есть ABHC, то есть здравоохранение, основанное на доказательствах. Да? То есть более широкий взгляд. Ну и в русском переводе это звучит несколько упрощенно, как доказательная медицина. Ну, немножко это теряется, непонятно. То есть сам термин доказательная медицина не раскрывает как бы сути. Все-таки медицина основана на доказательствах. С другой стороны, длинно, да, в русскоязычном исполнении вот этот непрямой перевод. Ну, будем пользоваться как бы тем, что есть, и тем, что привычно, то есть термином доказательная медицина. Немножко таким туманным и завуалированным, но тем не менее. Значит, для кого? Для кого этот, как бы, для кого существует этот термин? Давайте вот так подвинусь. Значит, ну, этот термин является концепцией в первую очередь для врачей, да, то есть это не какая-то там научная дисциплина, глубоко научная и теоретическая дисциплина, а это врачебная, ну, позже скажем, врачебная практика. Ну, в вторую очередь для исследователей, потому что об их роли в медицинских исследованиях клинических мы будем говорить. Обязательно для руководителей здравоохранения, да, для какой-то управляющей части здравоохранения, понимание доказательности и принять, потому что там в первую очередь там вся работа основана на принятиях решений. Мы говорим же всегда о принятии решений некой, то есть и для него придумаем, для правильного принятия решений, мы уже говорили на прошлой лекции о системах поддержки принятия решения. Сейчас мы как бы о более глубинных основах принятия решений, то есть у нас что-то вопрос. Ну и что вот самое интересное, да не самое интересное, это, наверное, надо было в списке поднять, в первую очередь поставить, может быть, для пациентов. То есть мы-то, конечно, как врачи, взглядом врачей глядим, поэтому мы себя тут вперед поставили. Ну, как бы правильнее, наверное, было бы поставить первым пунктом для пациента. Но раз мы в рамках обучения говорим, то мы, конечно, рассматриваем роль этой дисциплины для врачей. Значит, что же еще? Значит, что еще? Ну, вот evidence-based medicine. Значит, основные постулаты доказательной медицины, я опять немножко затеняюсь. Значит, основные постулаты доказательной медицины. Каждое решение должно основываться на научных данных. Вот эти самые научные данные мы будем называть доказательствами. Далее как-то, да? То есть вот доказательность в этом термине обозначается данными научных исследований. И еще раз, я уже многократно обращался к текущей этой ситуации с вирусной, что она особенно подчеркнула как бы доказательность и поиски как раз неких доказательств и эффективности, и эффективных методов, и их подтверждения этой эффективности, именно и постоянные споры в открытых кругах о безопасностях тех же вакцин, да, постоянно у кого вы спрашиваете эти доказательства? У науки, да, у научных, да, в научных данных ищете. Больше негде просто искать с удовольствием, но больше ответов нет. Таких как классических чистых мудрецов в этой области нет, да, в области доказательств. Значит, но про мудрецов чуть позже. Значит, второй пункт, да, я увлекся, вес каждого доказательства чем больше, чем строже методика клинического исследования. Клиническое – это некий синоним научно-медицинского исследования. Ну, тоже позже будем говорить конкретнее, в котором эти доказательства получат. Вот такой взгляд постулата. Еще раз, каждое решение врача, руководителя, кого мы еще раз, давайте еще раз вернемся, да, еще раз вернемся.
чьи там решения. Решение врача, решение исследователя, решение руководителя здравоохранения. Ну и по-хорошему, конечно, решение пациента, но с ним тут сложнее его заставлять работать на должных. Решение всех вот этих вот как бы участников процесса должно обосновываться на неких доказательствах. Доказательства у нас единственное, это результаты научных исследований. Значит, что у нас дальше? Значит, вот сразу покажу и сразу покажу некие изображения. Это у нас так называемые сертификаты, да? И тут же появилось, еще не успела как бы утвердиться вот эта доказательная медицина в клинической практике, как тут же стали от нее получать некие дивиденды, что ли, некие организации нашлись, которые сертифицируют, да? Значит, общепризнанные правила использования принципов доказательной медицины изложены в следующих стандартах, да? Значит, первый стандарт, и вот на него сертификат, некие организации появились, выдающие сертификаты медицинским учреждениям, надлежащая клиническая практика, да? GCP, Good Clinical Practice. GCP это известный как бы такой термин. Значит, вот этот второй как бы вид сертификатов, GMP, да, или надлежащая практика производства, ну, чаще всего лекарственных средств, да, вообще любого производства, связанного с медициной. Это, значит, часто вы по телевизору в рекламе видите, когда что-то связанное с фармакологией, да, когда некие фармакологические фирмы хотят показать, что у них не просто производство, а соответствует вот стандартам доказательной медицины или стандартам так называемой надлежащей практики производства, GMP. И этот термин даже можно по телевизору слышать, в общем употреблении. Ну и редко слышимый термин надлежащая лабораторная практика, да? Или GLP, вот практика, то есть практика неких лабораторных исследований. Значит, ну, давайте с определением, как область знаний, что ли, такая опять клиническая область, она не научная, будем неправильно называть, скажем так, научно-клиническая область, появилась-то не так давно, и началось это все с эпидемиологии, как-то вот именно в эпидемиологии она почему-то с нее начала развиваться в универсальную дисциплину. И в 1993 году, это, в общем-то, в историческом-то плане не так и давно, была образована такая международная рабочая группа по доказательной медицине. И вот она такое обширное дала определение, но тем не менее оно достаточно так содержательное, и вот здесь ключевые слова подчеркнуты. Да? Вот, кстати, про практику. Да? Медицина, основанная на доказательствах, это такой подход к медицинской практике, при котором решение о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимается, исходя из полученных доказательств. Теперь мы смотрим, что же мы доказываем. Да? Во-первых, практика, да, это доказываем мы в первую очередь эффективность, или, может быть, во вторую, вот тут два равноценных. Эффективность и безопасность. Что из них тут в первую, что во вторую сложно как бы утверждать, да? Значит, но мы доказываем, когда мы хотим принять решение вот об этих каких-то лечебно-диагностических мероприятиях, то мы их должны где-то найти доказательства их эффективности и безопасности. То есть две стороны доказательств. Вот уже появились у доказательств две стороны, еще раз подчеркиваю, эффективность, да, и безопасность. И еще раз, это практика, да, это подход к медицинской практике, эффективность, безопасность. Значит, ну и что дальше в определении она определила, и который предполагает, что же такое, как выглядит этот поиск, да, предполагает поиск, сравнение, обобщение и широкое распространение, вот обратите внимание, да, обратите внимание, прям хочется подчеркнуть, широкое распространение информации, а давайте попробуем подчеркнуть, вот, не знаю, насколько у меня это, извиняюсь, все-таки, значит, широкое распространение информации, вот так, да, значит, и широкое распространение полученных доказательств для использования. И вот четвертое ключевое как бы слово, вернее, из двух ключевых слов, в интересах больных. Еще раз, значит, эта рабочая группа, это кажется, это в историческом-то плане, с точки зрения истории медицины, да, это совсем недавно.
вот это начало доказательной медицины. Это 1993 год, это меньше 30 лет назад, самое начало. Да? Значит, медицина основана на доказательствах. Это практика, все-таки практика, реализующая методы оценки эффективности и безопасности. И вся эта практика реализуется, как и любая клиническая практика, в интересах больных. Вот такое определение, ну, одно из первых, скажем, да, международной рабочей группы. Значит, один из таких, как сказать, назвать, корифеев или отцов-основателей, что ли, да, доказательной медицины. И вот, ну, первый, как бы, автор, который много публиковал, ну, первый автор публикации одних из первых, да, в этой области, это Дэвид Секкет. И как-то многие последующие авторы часто вот на него ссылаются, как в основе своих. И мы по такому же пути пойдем. Значит, доказательная медицина – это добросовестное, точное и осмысленное использование лучших результатов клинических исследований, клинических, еще раз говорю, в скобках научных, для выбора лечения конкретного больного. Вот, пожалуйста, первые, ну опять я здесь ключевые слова не выделил, это, значит, это результаты клинических исследований. Клинические – это и есть научные исследования, опять позже забегаю, в области медицины для выбора лечения, еще раз подчеркиваю, конкретного больного. Да? Значит, разговор идет не о ком-то, а вот о конкретном, давайте подчеркну, конкретном больном. Значит, вот Дэвид Секкет и на него последующие авторы, значит, ссылаются как-то более или менее. Значит, так, что у нас получается, значит, дальше. Значит, ну вот возьмем некие выдержки из Дэвида Секкета и посмотрим, что же он предлагал, какие же он предлагал этапы, ну или шаги, да, чтобы реализовать принципы доказательной медицины, или этапы доказательной медицины по Дэвиду Секкету. Значит, первое, перевести потребности в информации в вопросы, на которые можно найти ответ. Что такое потребность информации? Это ваши сомнения, ваши врачебное непонимание, недостаточность понимания проблемы больного, недостаточность понимания диагностических, выбора диагностических методик, выбора лечебных методик, доз, ну и прочие всякие вопросы, возникающие в голове врача. Да? И тут есть потребность информации. Но в голове этого врача они не в виде конкретных вопросов, они возникают в таких области смутных сомнений, скажем так, да? Нужно все-таки эти смутные сомнения перевести в конкретные вопросы, сформулированные в виде предложений и заканчивающиеся там знаком вопроса, да, в конце. Значит, как это будет выглядеть, да, ну, я вот так попытаюсь знак вопроса такой изобразить, да? Значит, надо сформулировать в виде вопроса. Значит, выявить наиболее, значит, второй пункт вопроса сформулировали, значит, на втором этапе пытаемся выявить наиболее обоснованные сведения из разных источников, отвечающие на эти вопросы. Начинаем поиск ответов на эти вопросы. Значит, это результаты неких предшествующих уже исследований, некого, значит, анамнеза какого-то, то есть не результат, информация, которая есть о пациенте или какие-то еще сопутствующие информации. Значит, в основном-то вот доказательная медицина, вот это научная литература. Ну и некие другие источники из информации, из разговора с родственниками и прочих какие-то источники, там тоже поиска ответов на эти вопросы. Мы в многих пунктах ищем эти ответы в результатах предыдущих исследований. Вот в научной литературе, о чем мы сегодня говорим, ну и из других возможных источников мы ищем ответы на вопросы. Но мы-то сегодня говорим вот о научной, как бы, об научных и клинических научных источниках. Значит, что у нас? Пункт третий. Не просто найти ответ, а их взвесить. Почему? Потому что ответов часто возникает много, и не проблема в том, что ответов много. А проблема в том, что ответы в медицине часто противоречивы. Иногда противоречивые до противоположного. Поэтому вот именно за этим их надо не просто находить ответы, а и научиться, и вот мы сегодня этим как-то и будем некими пунктами этого процесса заниматься, научиться взвешивать
эти полученные ответы на предмет достоверности и полезности. Вот об этом мы сегодня это говорим, о взвешивании, опять вес, да, возникает. Значит, пункт 4. Внедрить, пожалуйста, в клиническую практику конкретного больного. То есть, найдя ответы, выбрать ему метод лечения, выбрать дозу, выбрать диагностический метод, что-то выбрать для него, принять решение относительно этого больного. Да. Значит, ну и хорошо бы еще неплохо врачу не просто вот назначить этому больному, а все-таки оценить свою работу, да, и, может быть, как-то опубликовать, с кем-то поделиться и так далее. Ну, я вот в этом пункте оценить, не он, не я, вернее, это, извиняюсь, это вот Дэвид Секет, да. Он под этим пунктом подразумевал под оценкой сюда на продел работы, может быть, некой поделиться с кем-то, да, с коллегами. Это очень полезно. Вот результат некой целевой работы, хотя она и нацелена была на конкретного больного. Значит, что? Вот, значит, следующий автор, про которого мы будем еще сегодня несколько раз говорить про этого автора. Да? Значит, это Триша Гринхольд. Ну, позже, пока не конкретно. Значит, почему я с нее следующий начал? Потому что это первая, наверное, книга полноформатно издана в переводе на русском языке. Сейчас будет ее обложка там, да. Она существует в переводе на русском языке и более-менее вот в 2006 году издана, и можно почитать, можно найти и так далее. Значит, как она, заметьте, она уже немножко берет тот же термин доказательная медицина, опять же, это в переводе. Медицина основана на доказательствах. Это в переводе так звучит. Да? Значит, и говорит как, смотрите, немножко его усовершенствует. Значит, это усиление традиционных навыков клиницистов в диагностике, лечении, профилактике и других областях путем систематического формулирования вопросов. Вот она на Дэвида Секета, по сути, опирается. Но здесь она добавляет свое, смотрите, не просто поиск ответа какого-то абстрактного, или там взвешивание, вот там просто было сказано, надо взвесить, а как, где, на каких весах взвешивать. Она вот, пожалуйста, предлагает уже весы для взвешивания. Применение математических, да, оценок вероятности и риска. Вот, да, вспоминайте, о чем это. Это вот математика, статистические оценки. Тоже будем сегодня говорить, да. Значит, вот она вам предлагает некие весы для взвешивания этих доказательств. Триша Гринхольд. Ну, пожалуй, что сделаем? Давайте, пожалуй, посмотрим, кто это. Да, вот, кстати, вот, сейчас попробую я как-то сюда появиться. Вот, кстати, книга, о которой я говорил, в переводе, да, 2006 года. Вот это более поздние книги. Ну, это вы можете, да, прочитать «Основы доказательной медицины». Смотрите, вот что это, я не знаю, насколько читаем, «How to read a paper». Как читать paper. Paper это как бы в смысловом смысле не бумага, не бумаги, естественно, читать. Да? Как читать вот как раз научные статьи. Если бы кто-то ее переводил, эту книгу, то я, вернее, если бы ее переводил, то я бы, наверное, перевел бы так. Да? Как правильно читать научные статьи? Заметьте, это для врача как раз некая инструкция по чтению. Условно. Смотрите, вот это из достаточно недавних книг. Значит, как внедрять evidence-based healthcare, мы говорили. Здравоохранение основано на доказательствах. Это тот модифицированный термин, и она о нем говорит, чуть позже там уточним, значит, о чем речь. Значит, смотрим, откуда эта дама, вот откуда коллега, значит, коллега из университета Оксфорда, Оксфордский университет, и обратите внимание, департамент это в английском языке кафедра, как, да, кафедра первичного здравоохранения и кафедра первичной помощи и наука здравоохранения. Что-то, да? В нашем как бы аналогии это организация здравоохранения и здоровья. Вот, у нас да, подобная кафедра, вот некая аналогия. Да? Значит, что вы скажете мне? А что мы какая-то вот даму какую-то мне с какими-то обложками тут представила, а что мы вообще, почему мы ее тут за основу наших рассуждений будем брать, только потому что она тут первую эту книгу, да, выпустила. Ну, тоже как-то непонятно. Давайте посмотрим, что такое, вот вы, наверное, в курсе, да, такое, что такое University of Oxford, да. Есть вообще несколько, много достаточно рейтинговых систем университетов, во всех там они по-разному выстроены. Ну, давайте вот возьмем за основу, значит, вот такой рейтинг. The, так называемый, The World University Rankings, значит, последнего года, да, 2020, да, значит, это что такое? Это журнал Times
Higher University, почему Z? Times, журнал Higher Education, Times Higher Education. Да? Это рейтинг высшего образования от журнала Times. Пожалуйста, вот, значит, Оксфорд место первое, но они там меняются. Ух ты. Обратите внимание, смотрите-ка, Кембридж, они всегда делились с Кембриджем. Я вот вам разнес и сам как-то даже не проанализировал это дело. Видите-ка, я что-то меня заинтересовало, вот секунду, только обновил он данные и сам не посмотрел. Они, как все предыдущие годы, делились с Кембриджем первое и второе место, да? Соединенных Штатов. Смотрите, Калифорнийский технологический институт. Это ведь все-таки стремление цивилизации к развитию технологий, да? Не просто к гуманитарным каким-то вопросам. Смотрите, Соединенные Штаты, Калифорнийский технологический вот в этом году как на второе место выбрался, да? Ну, а с Кембриджем Оксфорд как-то вот старые университеты делят. Стэнфорд, американский университет, обычно тоже в этих же первых. Достаточно известный, и сейчас он, я так тоже думаю, когда-нибудь вот так начнет конкурировать еще выше, чем пятое место. Институт МИТ, так называемый, Массачусетский институт технологий. Тоже заметьте, обратите внимание, начинает человечество возвращаться к технологиям, к инженерии, в том числе биоинженерии и так далее. Из гуманитарного, как сказать, сна, что ли, да, человечество начинает немножко, ну, это я уже свое мнение выражаю, технолог Принстонский, да, университет достаточно. Потом многоточие. И вот, к счастью, в 200-е, потому что после 200-го они уже там не рейтингуют, там их по порядку, там просто говорят 201-й, 250-й, там по 50 уже. Но до 200 каждый университет отдельно рейтингует. Да, вот он, к счастью, из российских университетов, вот прошлый год я приводил там более старый, средний 190 какой-то, ну, в общем, 2, 3, 4, 5 мест он там туда-сюда поднимается. Вот он, 189 место, Московский университет, да, имени Ломоносова. Вот единственный, кто вот попадает в 200 у нас, и следующий за 201 там, и вот он вот в пределах этих 190, он там всегда и держит. Вот, коллеги, не знаю, чем-то я вас не пытался убедить, я вам просто как бы показал, с какого университета, с кафедры организации здравоохранения мы с вами разговариваем о материалах в области доказательной медицины, с исследователем в области доказательной медицины. Я напоминаю, я, может быть, тут увлекаюсь, да, что мы все-таки вот о ком говорили, да? Значит, вот о ком мы говорили. Так, значит, дальше что? Значит, ну, вот я с определениями закончил, это уже мое заключение. Можно я тут творчеством займусь? И я свое заключение из всего как-то сумбурно сказанного выведу. Таким образом, доказательная медицина – это не теоретическая наука, я вас пытался убедить, да? А информационно-клиническая практика. Вот так. Почему это я вам что обосновываю? Это я обосную, почему, как мы с вами в ней оказались, почему мы в дисциплине медицинская информатика вдруг оказались в этой области. Вот поэтому информационно. И вы уж, наверное, не сомневаетесь, что в 21 веке добыча и анализ информации производится все-таки в области медицинской информатики, то есть с помощью компьютера. Тут мы не будем, думаю, это обсуждать, да? А вот как бы привязка к нашей дисциплине информационно-клинической практики, потому что везде слово сбор информации, добыча, оценка и так далее. Вот это мое заключение. Сильно прошу не пинать за него, да, из всего сказанного. Вот это мое заключение о вышесказанном, о доказательной медицине. В корифее уже не напрашиваюсь, но вот для студентов как бы позволю себе такую вольность сформировать собственное заключение. Так, элементы доказательной медицины давайте разбирать на части, да, и собирать снова. Значит, и мы эту диаграмму Вена, я вам уже рекомендовал ее, используем для этого диаграмму Вена. Я вам ее уже как-то рекомендовал на лекции, не соврать информационная безопасность. Значит, первый элемент – это клинический опыт того, кто, значит, клинический опыт врача в данном случае, давайте я попозже переключусь, значит, клинический опыт врача. Значит, то есть, естественно, это не какая-то наука, которая совсем неопытному врачу спасет его и позволит там гениальное решение принять. Нет, конечно, никуда не делается клинический опыт, значит, и мы, значит, на него опираемся. Значит, пункт 2.
это научные доказательства вот эти. Взвешенные результаты клинических научных исследований. Пересекаются, да? То есть мы говорим о чем? Пункт первый, так, пересекается, да, и они дают некое соединение в этой области. Значит, пункт 3 в диаграмме Вена, как я уже напоминаю, она дает получение некого целого. Вот обратите внимание, вот это в буквальном переводе с английского, вот так мы немножко, для нас немножко непривычно, в нашем понимании российской медицины, наверное, пациент пассивную роль выполняет. А здесь, смотрите, и поэтому мы всегда боремся с проблемами пациента. Вот про это мы знаем, мы их оцениваем, мы их решаем и так далее. Вот мы мало, к сожалению, задумываемся над ожиданиями пациента. Потому что пациент часто в клинику приходит, ну ладно, когда его в бессознательном состоянии привозят, у него, конечно, никаких ожиданий нет, у него только проблемы. Но во всех остальных случаях пациент или его родственники приходят к вам все-таки с некими ожиданиями. И про это вы тоже должны думать не только о проблемах, но и об ожиданиях пациента. То есть, что он хочет от вас получить, какого результата он чего-то ожидает, да? И на это тоже вы должны ориентироваться при принятии решений, при формировании этого комплекса. Ну и в центре у нас что? В центре у нас вот та самая доказательная медицина. То есть доказательная медицина – это пересечение клинического опыта, научных взвешенных доказательств, проблемы и ожиданий пациента. Значит, вот такая диаграмма Вена, очень такая удобный комплекс, то есть именно на пересечении, этих трех областей образует понятие доказательной медицины. Так, давайте добыча достоверной информации, пункт такой определим, да, значит, ну по сути, вот то, что здесь написано, это то же самое, в общем, что и нарисовано на диаграмме Вена, просто неком в текстовом виде выражено. Первое, уметь отличать доказательную информацию от описательной или уж тем более от просто скрытой рекламной, какой-то от рекламной, да. Ну вот это клинический опыт все-таки позволяет при анализе информации сделать, да. Значит, второе, давать предпочтение медицинским вмешательствам, имеющим хорошую доказательную обоснованность. Вот, пожалуйста, взвешивание и оценка результатов научных исследований, да, второй круг Вена. Значит, учитывать индивидуальные предпочтения пациентов. Про это я уже достаточно обширно высказался. То есть вот это, по сути, диаграмма Вена, сформулированная в неком текстовом выражении. Значит, вот эта выписка, вот этот слайд у меня родился после чтения некой главы, вот той книги, о которой говорил в русскоязычном переводе Триши Гринхольд. Но я его немножко модифицировал, она там рассказывает, вот когда я была молодым врачом, я наблюдала за всем, я за профессором ходила, есть такая традиция, сейчас это с ноутбуком происходит, раньше это с каким-то журналом, с записями, с ручкой, там, и не знаю, с карандашом. Сейчас это как-то с некими электронными устройствами, и записывала там за все, что там профессор скажет, или за отделением кто-нибудь, и вот, и наблюдала за тем, как происходит принятие решений в медицине. Значит, ну и вот я немножко еще раз говорю, перефразирую, что-то взято из нее, что-то немножко, совсем чуть-чуть усовершенствовано, чтобы вам понятнее было. Значит, какие же бывают принятия решений, вот я говорю, не доказательные, не тех, о которых мы сегодня говорим, не на тех принципах основано, а на каких-то других. На распоряжениях начальника, это не оно, это вот я ее переименовал, командная медицина. Начальник приказал такой препарат или туда-то пациента везти, ну нормально. Повезли, сделали, поехали, решение приняли, основание было, вот вам, пожалуйста, основание для принятия решений. Значит, про экспертов сегодня много говорим. На мнение эксперта, медицина знаменитостей, да, это часть всего мы читаем учебники с такими именитыми авторами, решения свои принимаем из того, что знаменитость в нашей области сказала непререкаемый авторитет, это хороший принцип, но в 21 веке немножко устаревший, да, и если кого обижаю, конечно, ну не будем об этом, да, и без эмоций. Без эмоций, коллеги, давайте подойдем к вопросу. Значит, вот это она рассказывает, вот это из ее пункта, да, исторической медицины, аналогичный случай из практики. И вот она пишет, Триша Гринхольд, говорит, вот хожу я за профессором, он как принимает? Вот он увидит больного, ну условно, я так переведу на русский, говорю, батенька, помню, да, такой же точно случай, вот у нас был
тогда, 20 лет назад, вот такой же точно больной, вот даже похож чем-то на вас, да? Мы ему тогда нитроглицерин, там, дексаметазоном там дали вот в таких дозах, и ну, как-то получилось совсем хорошо, стал себя пациент чувствовать. Давайте-ка, батенька, мы вам то же самое порекомендуем. Вы поняли, да, вот такого, некие накопленная практика, хорошая штука, да, но некие аналогии вот с этими случаями из практики, опять же, 21 век, коллеги, не буду вас ни в чем убеждать, да, значит, ну, я ее назвал исторической медициной. Значит, вот такой принцип, сейчас он меньше стал, особенно вот в 90-х годах прошлого века, как-то приходилось его наблюдать, вот эта вот минимизация затрат, даже скажу вот из конкретных случаев, значит, слушаю вот разговор с больной, значит, а вот скажите, у вас есть, уважаемые, средства, вот дорогие антибиотики купить? Нет, ну тогда вот мы радикально с вами поступим, ну не буду говорить в каких случаях и так далее. Ну, то есть вот такой разговор, и прям с больными слышал об этом. Да? Средств нет, мы вам какие-то радикальные решения будем принимать, они вот, они органосберегающие, скажем так, да? Тоже звучало, сейчас как-то это меньше актуально, но, наверное, где-то проявляется. Ну и прочие, да, многоточие методы принятия решений в медицине, недоказательных вот этих вот разных, на разных принципах не на доказательствах. Это вот я как-то меня воодушевила Триша Гринкельс, я немножечко ее тут подправил, чтобы попроще было попонятнее. Значит, дальше что у нас? Вот. И переходим уже к такой структуре взвешивания доказательств. Как-то я исчез, давайте я вернусь сюда. Вернусь я сюда на поверхность. Значит, нарисуем некую пирамиду. Да? Пирамиду. И от самого дна к самому верху будем рассматривать, у нас будет качество доказательств, или вот этот вес, даже вот тут, наверное, не качество, я зря, наверное, это вес тот самый. Это тот самый вес доказательств, полученных в подобных исследованиях. Мы про них подробно обсудим. Значит, вот оно мнение экспертов. Оно относится к доказательственным каким-то факторам. Но на самом, извините, дне, коллеги, пусть эксперты на меня не обижаются, но их мнение самых матерых экспертов, вот да, помните, как медицина знаменитости, да, оно на самом дне доказательности находится. Учитывается, но вот, коллеги, давайте вот так. Да? Значит, следующее, есть такая вот, это в клинической больше литературе медицинской, клинические случаи, так называемые, или серии случаев. Такой вид публикаций. Сейчас, кстати, из-за недостатка, наверное, да нет, и вообще, в принципе, стало достаточно популярно вот про ковид, потому что информации мало, вот про вирусные эти дела, именно публиковать клинические случаи, их читают, на них обращают внимание и так далее. Но доказательность у них вот такая, да, просто чтобы обдумать, понять ситуацию и посмотреть на аналогии, да, у других врачей, в других условиях и так далее, у других больных и так далее. Значит, но доказательность тоже маловато, да, ближе к, например. Значит, так называемое, сейчас там перечислим исследование case control, да, исследование случай контроля. Ну, скажем там, да, это сравнение здоровых пациентов с больными пациентами, вроде понятное, хорошее исследование, ну, скажем, вес у него следующий, да. Значит, побольше вес имеет так называемое когортное исследование. Сравнение больных с больными там в разных условиях тоже уточним. Значит, вот про элементы этого тоже будем говорить, вот оно. Да, расшифровка. Рандомизированные, контролируемые испытания. Да? Тоже вот про эти элементы поговорим. Но называется это вид исследования RKI. Да? И самый высокий по рейтингу, самый значимый, самый высокий по весу, вернее, будет так называемый метаанализ. Это мы, к сожалению, кстати, про него дальше в слайдах не говорил, а надо было бы, наверное, оформить. Ну, неважно, вы это дойдете информацию, вот вам, пожалуйста, некая недоговорка для самостоятельного рассуждения и рассмотрения. Метаанализ – это некая интеграция множества исследований по некой отдельной узкой теме в одну публикацию, в одном как бы месте, причем не просто в виде демагогии, да, а специальными методами, в том числе и математическими, с применением вот, интеграции множества исследований в одно, как в один результат. Множество авторов, исследований, множество авторов в один результат. Значит, вот такая пирамида доказательств. Да, еще раз, вес растет снизу кверху. Вот разные виды исследований, которые вы читая, да, вы не просто читаете, там вам никто, ну, вот если клинический случай может быть в заголовке оказаться.
Да, прям в заголовке обычно принято писать, что это исследование клинического случая. Вот эти названия вам вряд ли кто напишет. Вы должны сами, изучая статью, оценивая элементы, которые мы сейчас дальше обсудим, этих исследований, должны ему этот вес присвоить. Никто вам в заголовке статьи, даже если вы когда их начнете читать для поиска доказательств, не напишет и не укажет, какого типа исследования вот из этих. Вы должны, читая исследование и оценивая его элементы, сами присвоить его к этому месту вот в этой пирамидке. Да? Так, что у нас следующим слайдом? Значит, вот они, эти самые клинические исследования. Вот те самые, значит, я вот не знаю, как вам комфортнее мое присутствие, но давайте я его немножко вот сюда сделаю. Да? Значит, это клинические исследования. Вот то основой этого процесса, что является. Клиническое исследование – это научное исследование с участием людей с целью оценки эффективности и безопасности. Но мы про это уже подчеркивали, поэтому я тут их не выделил только крупным шрифтом. Методик диагностики и лечения. Все очень просто. Клиническим исследованием является научное исследование на людях с использованием, вернее, с целью оценки эффективности, в каком случае безопасности. Это разные исследования. Нельзя в одном исследовании провести прямо и эффективность, и безопасность. Это все-таки больше объем, да? Значит, но мы должны сказать, вот оно в очереди научной очереди медицинских исследований стоит последнее. Стоит оно последнее, вот оно, клиническое исследование. Ему предшествуют обычно приклинические исследования, да? Приклинические исследования. А им, в свою очередь, предшествуют, извините, приклинические исследования, а им, в свою очередь, предшествуют исследования принципов, то есть некие теоретические исследования. Ну, про теоретические мы ничего не будем говорить, а вот про приклинические поговорим. Почему, я чуть позже объясню. Все-таки про приклинические немножко скажем, как предшественники клинических исследований. Значит, немножко мы скажем. Значит, что у нас дальше? Значит, преклинические исследования, дословно, буквально практически то же самое, что и предыдущее научное исследование с участием животных с целью оценки эффективности и безопасности, методик диагностики и лечения. Но вот тут сразу я в текст не включил, но хочу вам сразу подчеркнуть, потому что тут вот буквально за последние полгода приходилось этим заниматься, вот этим вопросом, что сейчас не только на животных, сейчас появились некие методы, ну сразу скажу, некого математического моделирования рас, а во-вторых, некого 3D-моделирования с использованием принтеров, то есть появились принтера анатомические, позволяющие печатать структуру разной плотности, вот эти органы, полученные по МРТ, прям буквально конкретного пациента. То есть вот эта 3D-реконструкция в физическом виде, то есть в виде печати, тоже позволяет нам что? Позволяет в некоторых исследованиях или в подготовках к неким клиническим манипуляциям, вот к той же операции, вместо животных, то есть снижать вот нагрузку на животных и заниматься этими, ну, можно на математических моделях, но это давно достаточно, и на вот этих физических моделях 3D, созданных вот современными этими устройствами. Значит, вот эта несколько нагрузка с животных несколько снижается и упрощается, потому что за животными уход нужно, и там всяких гуманитарных вопросов много возникает при работе с животными. Почему я все-таки включил разговор о клинических исследованиях? Мы все-таки врачи, нам клинически интересно, мы вот так и это, да? Значит, мои наблюдения, пришлось мне наблюдать за этим процессом конкретно в Израиле в 2 клиниках. Ну, не буду называть, все-таки в лекции как-то конкретно, да не в рекламе наш дело, а просто, значит, в 2 крупных клиниках государства Израиль, значит, ну, одна клиника, она совсем совмещена с медицинским, с техническим вузом, например, назову это Технион, да, это в Хайфе. И у них, конечно, у них под рукой находится экспериментальная база, научная база и так далее. И у них вот эта триада работает очень эффективно. Больница, клиника, значит, техническая, университет и так далее. Они вот все, что в больнице недопонимание возникает, почему важно приклиническое? В больнице конкретно, то есть я вот приезжаю и вижу, и мне показывают МРТ для мышей. То есть что-то около 6 Тесла магнит, значит, магнитно-резонансный томограф для мышей с маленьким отверстием таким,
Я наблюдаю, удивляюсь, ну где же у нас для мышей, у нас для людей нескольких, там иногда не хватает МРТ, да? Значит, а тут для мышей магнит очень сильный, 100 микрон разрешения. Спрашиваю, коллеги, чем занимаетесь? Да, просто вот так в разговоре, быстро, недолго. Коллеги, чем сейчас конкретно занимаетесь? Вот они что-то там исследуют. Говорит, ну вот пришел некий препарат, детский неврологический препарат. Вот поймите, да, мышление врача. Врача в той клинической части, да, этой триады. Он говорит, ну, значит, значит, что-то нам вот показалось не до конца понятным, степень прохождения этим препаратом гематоэнцефалического барьера вот в детском возрасте, да. Вот вы понимаете, да, уровень, глубину, вот, да, размышлений, да. И мы что-то решили, вот, хотя препарат уже утвержденный, рабочий, да, решили мы вот на мышах немножко поработать, посмотреть, да понять, да. Поймите, приклиническое исследование уже в клинике, не у ученого. Это не стезя ученого, это в какой-то мере стезя уже вот этого передового врача, который, значит, при клиническом, значит, этом варианте доисследует, решает вопросы те самые, вот о чем мы говорили, да, находит ответы на вопросы об эффективности и безопасности, понимаете? И у него, если у него это возможность, а в крупной клинике, в другой крупной клинике был, там поменьше, там тоже есть это отделение, ну, тоже животным немножко, но уже поменьше, потому что такого университетской базы нет, да, но оно есть обязательно. Обязательно поймите, крупные медицинские центры, да, они обычно и при неких университетах часто медицински расположены, не медицинских, нет, при университетах, да, значит, они именно вот в своей работе делают этот возврат, да, когда возникают какие-то непонятные вопросы, они туда возвращаются, к приклинике. Здесь врачи, еще раз говорю, врачи для поиска ответов, и тут я давайте шагну назад, вот сюда назад, да, вот сюда в приклинику. Ну, в теорию, конечно, совсем далеко, хотя можно сходить, да, но вот сюда, в приклинику-то точно, да, коллеги, туда ходят. Значит, вот такая мотивация вот приклинических исследований. Приклиника живет внутри клиник, не только внутри научных центров, но и внутри клиник. Вот так это выглядит, да? Значит, что? Ну вот, наконец, я еще раз напоминаю, я просто увлекаюсь, и вы теряете со мной мысль. Вот следующая, как бы, грань доказательств, случай контроль, да, и когортные исследования. Давайте посмотрим, значит, посмотрим, сейчас, секунду, в тень уйду. Значит, случай контроль, значит, это сравнение людей с определенным заболеванием, с искомыми нам ответами, да, с людьми из той же популяции, ну, той же возрастной группы, той же, там, может быть, национальной, еще какой-то популяционной прицела, да, не страдающим данным заболеванием, условно здоровыми называемыми. Вот это хорошее исследование, сравнивать больных со здоровыми, но оно научно-доказательно все-таки слабовато, потому что больные и здоровые находятся в разных условиях. Сравнивать их с целью доказательств все-таки слабее, чем следующий вид, да? Но это все-таки уже первый шаг научного исследования, в отличие от предыдущих, где это врачебные все-таки такие философские вещи. Значит, когортное исследование. Это среди больных, то есть берется группа больных, и в ней выделяют подгруппы, что ли, да? Это выделение подгрупп, когорт, да, внутри группы больных. Значит, вернее, наоборот, подгруппы внутри когорты, да, внутри когорты больных выделяются разные подгруппы. Например, одни подвергаются воздействию препарата, а другие подвергаются воздействию плацебо. Или подвергаются в разной степени, что считается особо ценным, да. То есть одним одну дозу препарата, другим другую, но все больные. И мы, так называемый dose dependent, изучаем на них зависимость эффекта или безопасности, опять же, от дозы препарата. Понимаете, вот что, вот вы уже ощутили, не знаю, из моего рассказа, отличие по доказательству, вот это. Но это вам определяет. Вы читаете научную статью с целью нахождения ответов, и вы смотрите, а это когортное исследование в случае контроля. Обычно пациентов, которые берут в исследование, их подробненько с возрастом, с группой, все группы описываются в любых научных публикациях. Поэтому, значит, когортное исследование, значит, вот и случай контроля вы отличите, если вы понимаете, о чем, и взвесить сможете. Если вы найдете два ответа, но вот представьте, да, ситуацию, вы нашли на свой вопрос клинически два ответа. Причем противоположно. Да, значит, один говорит, пейте этот препарат, или там, в дозе 100 миллиграмм, другой говорит, нет, 500 миллиграмм, да, ну там
Что принять, какое решение? Да, посредине взять? Нет. Значит, одно из исследований когортное, другое исследование случая контроля. Во всем остальном они одинаковые. Что выберете, да? Понятно, да? Вот выберите по весу. Выберите по весу. Значит, так, рандомизация, это я напоминаю откуда, опять вынужден полистать, вернуться, вот оно, рандомизированные клинические испытания, это уже как бы элемент некого следующего, хотя рандомизация, по идее, это должна и здесь присутствовать в своих элементах, но давайте посмотрим, что же такое рандомизация, да, о чем же речь, ну, как-то звучит солидно, да. Значит, рандомизация, это обозначает принцип формирования этих групп. Опять я загораживаю вам, мешаю вам читать. Значит, ну давайте, рандомизация означает, что пациенты распределяются по группам, значит, ну это уже, конечно, это уже не о случае контроля идет, потому что в случае контроля там понятно, некого распределять, там и так понятно, вот здоровые, вот больные. Это идет речь о когортных исследованиях и выше уровнем, да. Значит, когда пациенты из больных берутся и распределяются в группу, принимающих одну дозу и другую дозу, не просто так, потому что не поручается ни бабе Маше, медсестре, потому что она опытная и давно работает, или там врачу молодому, или еще кому-то. Поручается это чаще всего в хороших, вот особенно, вообще вот этим всем, честно говоря, наиболее активно-то и просто профессионально занимаются фармакологические компании, потому что для них это хлеб, да, насущный. Вот это доказательство эффективности и безопасности, потому что у них это отлажено, вот эти клинические исследования. Но врачи часто принимают в клинических исследованиях практически и так далее. Значит, и чаще вот эта рандомизация с помощью компьютерных программ, да, происходит. Проще всего ее реализовать. Да? Ну, можно, конечно, кубик кидать там, еще как-то это реализовать. Не важно. Важно некий элемент случайности вот нести. Значит, чтобы пациенты имели одинаковую возможность попасть как в одну группу, так и во вторую. Да? Вот это все больные, но сюда и сюда они попасть должны случайным образом. Все просто. Вопрос, как обеспечить эту случайность. Мальчики налево, девочки направо, это, извините, не случайность. Или там постарше туда, помладше сюда, это уже нарушение принципа рандомизации. Значит, нужен какой-то инструмент. Чаще проще всего это компьютер, да, инструмент. Значит, проще всего, чтобы это был компьютер. Значит, плацебо, рандомизированное контролируемое там слово, да, испытание. Потом контролируемое подразумевается вот сейчас два элемента, вот это и следующий. Сейчас скажем. Первый элемент контроля, то есть управления, значит, испытанием, это так называемый плацебо-контроль. Значит, ну, один из элементов, вернее, да. То есть, кстати, это кажется, что все просто, все обычно, когда студент спрашивает, такой таблетка, пустышка там, ну и прочие всякие такие рассказы. На самом деле не таблетка, это вполне себе может быть что угодно, если в диагностике. Это может быть подобный же аппарат, выстроенный, похожий на настоящий, но светящий вместо лазера красной лампочкой. Там, ну и какие-то еще варианты. Плацебо, надо понимать, плацебо это не таблетка, хотя я тут тоже вам таблетки нарисовал. Плацебо это некая имитация исследуемого воздействия. Значит, что еще хочется прокомментировать? Плацебо, плацеры нравится, значит, от слова плацер латинского нравится. Формирование контрольной или сравнительной группы пациентов, соответствующей по всем параметрам воздействия, включая психологическое. Что это? То есть, если это таблетка, ну ладно, так и быть, вернусь к таблетке, да, то она того же вкуса, того же веса, того же цвета, в такой же красивой коробочке, как и настоящая таблетка, да? Что такое элементы психологического воздействия, да, на пациента? Такая же сладенькая или, наоборот, кисленькая, если так кислая и так далее. Значит, ну, сладенькая, скорее, раз плацебо. Значит, она соответствует основной испытуемой группы без испытуемого клинического воздействия. То есть она заменена каким-то неактивным веществом, либо она, значит, ну, не пустотой она, главное, заменена, она заменяет что-то. Либо, если я уже вам пример приводил, да, вместо лазера мы красной лампочкой светим, да, и сравним, а как же лазер там эффективно заживляет рану, например. Но одному пациенту мы на рану красной лампочкой светим, которая выглядит, в общем, так же. А другому, в общем, лазерным излучением, которое выглядит так же, но на самом деле когерентное, монохроматичное, неполяризованное. Напоминаю такие знания с первого курса. Да? Так, значит... Значит, еще один элемент контроля
это так называемые слепые методы. Значит, это методы слепые. О чем же речь? О чем же речь? Значит, слепой метод. Вот такую удачную картинку удалось подобрать. Значит, вот врач с завязанными глазами дает пациенту некий препарат, пациент тоже завязан. Вот это классический вариант двойного слепого метода. Значит, просто слепой метод, не двойной. Его проще, но он меньше весом, чем вот это. Понимаете, вот это больше вес, это меньше вес. Пациент не информируется об оказанном у него вот здесь. Ну, естественно, плацебо ему дают. Ну, некрасиво пациента обманывать. Ну, что делать, да, лампочкой вместо лазера светить или таблетку пустышку давать. Но это наука, и это клиника, это практика, что делать, да. Вынуждены мы, значит, пациента не информировать. Если мы начнем его информировать, потеряем всю, как бы, эффективность доказательств. Но еще более эффективный, так называемый двойной слепой, его просто не всегда можно реализовать, его сложнее реализовать на практике. Это не только пациент, но и тот персонал, который вот таблетки-то выдает, медсестра или кто не знает, какой она таблетка, чтобы там, ну не то, что она там подмаргивать будет пациенту, но какими-то движениями она все-таки может ему случайно обозначить, что он лечение это происходит вот плацебо, а не реальное, да. Поэтому двойной слепой это еще выше вес у исследования, чем у слепого. Это элемент вот, контролируемых испытаний. Вот это элементы плацебо и вот слепые методы, это элементы контроля испытаний. И вес растет, да. Как только вы, читая статью, видите, что там это или тем более это применялось, а автор вам должен это показать, да, то вы ему в своей голове накручиваете вес этому исследованию, да. Ваша задача взвешивать, вы-то читатель, вы взвешиваете, да. Значит, дальше что? Так, опять я как-то вам тут мешаюсь. Значит, что? Давайте попытаемся, ну, немножко такую собрать в одну рейтинговую систему. Не очень она такая качественная, но тем не менее позволяет такие градации создать, классификацию, что ли, оценки клинических исследований. Цифры совершенно условные, да, вот которые я демонстрирую, да. Значит, рандомно большие, значительно больше 1000 человек. Да, вот фармакологические доказательства. Двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования, а также данные, полученные при метаанализе нескольких рандомизированных клинических исследований. Понимаете, да, вот он метаанализ и очень большие рандомизированные исследования. Либо очень большие рандомизированные клинические исследования, либо, ну, поменьше, скажем так, но из нескольких собранные в виде метаанализа. Вот она вершина, да, доказательств первой воли. И вот это требуется, чтобы, вот как говорят, недостаточно доказано. Недостаточно доказано, значит, не доведен он до первого. Ну, позже, а недостаточно. Значит, просто рандомизированное контролируемое испытание со всеми этими требованиями, со слепотой, с рандомизацией, со всеми качественными требованиями, при которых исследования построены на небольшом числе, меньше 1000 пациентов. Опять же, условно, это 1000, я вот ее как-то ввел, чтобы вот какие-то иметь разделения, да. В числе пациентов. Второй класс, да, хорошие доказательства, но пониже, да. Значит, третий, не рандомизированные, то есть вот так вот недостаточно качественно произведен, да еще и на ограниченном меньше 100 человек исследований, вот много таких делаем, да, но совсем слабенькие. Какой-нибудь случай контроля, этот любим рандомизацию так не описали в исследовании в статье, то ли провели, то ли не провели каким-то, то ли не думали про нее, да, там, слепоту, это да что нам слепоту, мы же так пациентам дадим, что там, баба Дуся нас не подведет, таблетку будет выдавать и так далее, да. В общем, вот на таком уровне, да, это еще и пациентов мало было, да. Значит, ну и, пожалуйста, коллеги, пусть не обижаются, выработка группы экспертов согласия по определенной проблеме. Ну, не основанная, конечно, на принципах, если эти эксперты собрались и какой-то метаанализ провели, то это да, то это уже будет, конечно, клинический. Это они просто собрались, обсудили и как бы вот кичась своим клиническим опытом, что-то пришли к общему, заметьте, решению, не к своему личному, а как бы понравились друг другу и пришли к общему решению. На самом деле 4-й класс, да, 4-й класс доказательности на самом деле, да. Значит, вот такую имеем, пусть на меня эксперты не обижаются, это доказательная медицина. Значит, недоказанная эффективность. Существует, так, и вот такое мое посылка, да. Существует группа медицинских препаратов, методов и устройств для лечения, например, ну и для диагностики тоже, широко используемых в Российской Федерации и в других странах,
терапевтическая, значит, эффективность и безопасность, опять я тут забыл сказать, да, или безопасность, надо было дописать, не доказано, ну, что такое не доказано, не совсем не доказано, вот не доведено это доказательство вот до этого первого уровня, да. То есть некие исследования провели, и с этим всегда, они уже используются в производстве и так далее. И сейчас это крайне актуально. Вот опять эти разговоры о вакцинах, о доказанности, недоказанности, вопрос крайне актуальный, да, такой. Ну давайте посмотрим, как же быть-то с этим. Не вообще не использовать, а как же врач должен поступать, если то, что он хочет, решение о чем применение, чего он принимает, вот недоказанная эффективность или недостаточно доказанная, скажем, да, вот назовем, да. Значит, что у нас получается? Значит, вот, использование таких препаратов будет приравниваться, грубо говоря, к клиническому исследованию, само по себе использование. И возможно только с обязательного информированного согласия больного с их применением. Возникает термин информированное согласие. Давайте его расшифруем. Да, это некий документ, это не просто согласен, Петя, да, согласен, Калиб, доктор, да. Нет, информированное согласие – это процесс добровольного подтверждения пациентам согласия участвовать в том или ином исследовании, потому что любое это воздействие недоказанное будет называться исследованием. После того, как он был ознакомлен со всеми аспектами исследования, этапами там, и так далее, и самое главное, возможными осложнениями и побочными эффектами. То есть врач, применяющий вот в практике, иногда вынужденно, иногда вот в целях как бы нахождения ответов на сложные вопросы, да, методы лечения, поймите, коллеги, задумайтесь над этим, да. На самом деле юридически даже обязан поступать вот так. То есть если он напечатает этот документ, больной ему подпишет, а это часто в клинике используется, да, тогда он будет использовать некий недостаточно доказанный метод в полном своем праве. А мы часто про это забываем и шарашим некие препараты. Есть примеры, коллеги, поверьте, не демагогия. Могу примеров привести не один. Когда мы об этом забываем в клиниках и игнорируем. Вернее, не то, что забываем, игнорируем скорее. Да? Либо кто-то нам при учебе в медакадемии этого не договорил, либо почему-то по-другому. Неважно, да? Значит, вот, наконец мы дошли. Ой, давайте я крутнусь назад, да? Коллеги, можно я крутнусь далеко назад? И смотрите, о чем речь. Вот Триша Гринхольд, где ее определение, сейчас вот много, заодно просмотрим, где она. Вот она, да? Вот она. Формулирование вопросов и применение математических оценок вероятности и риска. Вот они. Вот мы нашли, наконец-то мы дошли до математических оценок вероятности и риска. И этот инструмент этих оценок называется статистикой. Вот она, извиняюсь, проскочил. Важнейшим инструментом доказательной медицины является статистика. Значит, и еще один такой у кого-то я увидел, вернее, знаю у кого, не буду озвучивать, да, отношение медиков к статистическим технологиям выступает в качестве лакмусовой бумажки в их отношении к доказательной медицины в целом. То есть, если врач там морщит носик, когда его там не то что заставляет, что-то ему там про статистику начинают нашептывать, значит, этот врач не из доказательной медицины, ему и доказательная медицина не понравится. Да? Это из других. Да? Вот я о чем, да, лакмусовой бумажки. Потому что обойти здесь статистику никак не можем, нет других доказательств, к сожалению. Есть демагогия, есть статистика. Ну, там есть разные варианты, да, это, не будем. Не будем, давайте определим, что же тут про статистику. Значит, почему вообще растет роль статистики, да, вот в современной медицине, биостатистики, не просто, да. Значит, медицинская наука является по своей сути экспериментальной. Это мы уже вот кучу слайдов на это потратили, чтобы доказать, что медицинские знания рождаются в результате эксперимента. Значит, то есть, что такое эксперимент? Эксперимент – это такая штука, оперирующая цифрами, то есть количественными критериями. Да? То есть медицинская наука является экспериментальной, исследует, оперирует с помощью цифр. То есть, ну, как здесь более сказано, количественными критериями. Первое. Цифры умеет анализировать только одна наука – математика. Ну и в частности ее раздел статистика. Так уж вышло, коллеги, извините. Значит, еще вторая – это мотивация. Почему вообще об этом говорим? Это растут объемы информации.
В медицине, в современной, постоянно с огромными скачками, огромными как бы ускорением растут. Скорость растет. Вот рост скорости называется ускорение, да, в физике. Значит, в медицине растут объемы информации, да. Значит, статистика является инструментом концентрации информации. Она единственное умеет ее из больших объемов сжать во что-то маленькое, конкретное и более понятное и воспринимаемое. Да? То есть это, по сути, единственный инструмент работы с большими объемами данных. Потому что мы еще и в условиях неопределенности, как мы уже говорили, работаем. Помните лекцию принятия решений, это просто про неопределенность, про вероятность и так далее. Там тоже намекает. Значит, что? Вот еще раз про эту концентрацию. Статистика выступает в роли концентратора информации о множественных взаимосвязях между процессами, вернее, их количественными характеристиками. Мы не просто о процессах там, воспаления говорим, или кровотока, или чего-то. Мы любой процесс описываем количественно. Скоростью кровотока, или объемом воспаления, или там, я не знаю, интенсивность, количеством лейкоцитарного ответа на воспаление и так далее. Мы любой процесс описываем количественно, происходящими в организме пациента. Статистика, она концентратор информации, она позволяет вот эти множественные процессы сжать и получить что-то понятное на обычном, ну не обычному, врачу, да, нормально, профессиональному, да. Значит, информация позволяет решать какие задачи. Вот эта сжатая информация статистически полученная позволяет решать задачи прогноза, управления, оптимизации лечебного процесса. Ну, это вот такая лирика, да, мотивационная уже. Какие задачи мы прогнозировать можем с помощью полученной этой статистической информации. Управлять процессами лечения, диагностики. И оптимизировать, главное, лечебный процесс. Это все задачи врача, управленца, исследователя и пациента тоже. Мы уже опять, напоминаю, говорили. Значит, вот, что мы не говорили, и хочется еще раз предложить, мы про статистику много, и на разных еще и кафедрах говорим, давайте все-таки четко определим, понять, каждая кафедра ее под себя, и студент понимает, и врач понимает про статистику, как он свое видит, и каждый что-то свое, и какой-то полный, кавардак в области даже определения областей статистического анализа. Ну, во-первых, статистика, я там встречаю, это не медицинская наука, позвольте, коллеги. Вся современная астрономия – это только статистика. Геология тоже там процентов на 80 на статистике и так далее, и так далее, и так далее. Все, статистика везде, да, в любых вот таких научно-практических областях. Медицина только свое тут откусывает. Но, тем не менее, значит, санитарная статистика, как она раньше называлась, и, в общем, так это и осталось. Это вот то, что вы на старших курсах изучаете, на кафедре организации здравоохранения уже упомянуто, да? Что вы там изучаете? Большие, достаточно группы пациентов, там районы, города, страны и так далее. И занимаетесь вы там социальной аналитикой. Рождаемость, смертность, выживаемость, там, повышение каких-то критериев вот в этих больших группах пациентов. Вот это не только, не это одно, это не одна статистика, это санитарная статистика, коллеги. То, с чем мы с вами занимаемся вот на наших курсах, это медицинская статистика. Вот я свою тут кафедру обозначил, да. Достаточно все-таки небольшими группами пациентов мы чаще оперируем, да, подбирая их в рандомизированные вот эти испытания. И мы той самой доказательной медициной и занимаемся. То есть мы медицинская, вернее, не моя медицинская статистика и занимается поиском эффективности, безопасности в достаточно небольших группах пациентов, вот не в когортах вот огромных этих странах и регионах, да, и другие несколько себе ставим задачи, да, доказательства эффективности и безопасности лечебных и диагностических методов. Вот она, доказательная медицина, да. Значит, но, коллеги, есть еще одна статистика, и мы про нее говорили уже, упоминали, но кратко, и вы, я боюсь, не поняли, в лекции «Цифровая диагностика». Там работает внутри этой медицинской аппаратуры сигнальная статистика. Ну, науки, да, и лечебной практики. То есть внутри тех аппаратов, современных, которыми вы пользуетесь, врачи пользуются, часто заложены статистические методы в них, внутри, в их там, диагностических возможностях. Но обратите внимание, на что они направлены. Изменчивость показателей сигналов или показателей сигналы пациента. Что такое сигналы? Удары сердца у него бьются с разным интервалом, дыхание, много у него сигналов пациента, которые он выражает наружу. И они все меняются. Меняются не только люди друг с другом, и не только большие когорты людей. Меняется
показатели пациента ежесекундно, его каждый удар сердца, он отличается от каждого предыдущего и следующего, понимаете? Вот интервал сердечный удар, я имею в виду сердечный интервал, да, вот самый классический пример, да. И мы это все делаем у одного пациента. А зачем мы это делаем, применяя статистические методы? Да для диагностики, чтобы извлечь из этих колебаний, из этой изменчивости диагностическую информацию. Вот это относится к теме цифровая диагностика, и мы там вкратце говорили, я просто здесь его в классификацию вставил. Да? Еще раз, санитарная, медицинская, сигнальная статистика. Это важно разделить, понимаете, цели, задачи и объекты. Вот здесь сказаны объекты и цели, да, объекты и цели, да, у каждой статистики. Ну вот так как-то, да. Значит, вот, прошлый семестр, это один студент, прошлый семестр вот так же тонкие лекции читали, и студенты вот все посмотрели, опять же, помните, я про разговор, кому наплевать, кому не наплевать. И вдруг мне вот эти презентации сами посмотрели, и вдруг мне один студент такой кливый, да, пишет: Сергей Николаевич, а вот там, на том слайде, что за история из жизни, это расскажите, да? Ну, пришлось ему там письменно это отвечать, да. А студентам я на лекции обычно рассказываю историю из жизни, да. Хороший хирург поможет плохому танцору. Вот эта карикатура, я не знаю, насколько сейчас современная молодежь моему поколению должно вызвать по идее улыбку, потому что есть некая поговорка, чего мешает плохому танцору. Да? Значит, сидит у меня, значит, некий доктор, он же ученый будущий, то есть кандидатскую диссертацию выполняющий, стоматолог, как сейчас помню, сидит и ворчит. Я еще там помогал статистическим анализом, сидит она и ворчит, говорит: вот, Сергей Николаевич, я такой классный врач, да? Значит, меня какой-то вот фигней заставляют заниматься, вот эти расчеты, какие-то таблички, там, вероятности, там, знаете, что-то вот, ну как это вот, да, посочувствуйте мне, типа. Вы думаете, какой, я ей первый вопрос задаю, не первый, а встречный такой вопрос задаю: коллега, а вы откуда знаете, что вы хороший врач-то вообще? Ну так, без обид, просто такая нормальная дискуссия, да? Цветы, букеты, конфеты, ну, сами понимаете, я же вот это. А? Я говорю: коллега, так не потянет, говорю, цветы, букеты, конфеты, не доказательство качества оказания вам медицинской помощи. И даже улыбки больных, и даже там их теплые слова, даже никак не являются доказательством. Это приятно, это хорошо и красиво, но это не доказательство. К сожалению или к счастью, единственным способом доказательства является вот некое клиническое научное исследование и результаты его статистического этого самого анализа. Вот о чем речь-то. Поэтому, коллеги, извините. Вот помните о этой лакмусовой бумажке? Помните, там выше, да, сказано было, да? Это история в пользу бедных разговор, понимаете, так. Вот о чем, вот хороший хирург поможет плохому танцору. Да, это я так просто о хорошем враче что-то там, да, говорит, да. Я же хороший врач, а вы меня тут еще это доказывать заставляете. Вот так вот история из жизни, да. Дальше у нас. Значит, этапы клинического исследования. Вот у нас практическое занятие есть на эту тему, даже два практически следующих занятия. Ну вот давайте посмотрим, вот до сюда мы будем первая часть занятия, вот отсюда вторая. Да? Значит, формулирование целей исследования. Мы уже как бы пытаемся говорить на то клиническое исследование глазами ученого, чтобы понять, а как, читая это результаты исследования, как-то их взвесить и так далее, чтобы понять, что же он делал, чтобы получить эти доказательства. Цели исследования, гипотезы, зачем мы, какие группы, кого, что хотим добиться в исследовании. Да? Значит, планирование исследования, важный процесс, кто будет что выполнять, слепые, кто выдавать лекарства, кто изготавливать лекарства, кто больных набирать, вот, когда набирать, какой срок, как утром, вечером давать. Не поверите, вот все в нашем практическом занятии есть куча этапов планирования. Значит, выполнение дальше. Спланировали, начинаем выполнять, собирать так называемый data mining. Добыча данных, не просто изучение, вот добыча, как шахтер, да, называется, майнинг, это же добыча в шахте. Да? Добываем данные с пациентов, накапливаем, да. Что важно, их не просто добыли, они обычно у нас сумбурные, там, вот их надо отформатировать, их надо привести в приличный вид, компьютерный, там, в таблицах каких-то и так далее. Анализ данных, вот эта статистика, да, у нас дальше здесь. Значит, вот тут дальше опять работа врача, все, математика, компьютеризация закончилась. Компьютеризация вот здесь, да, вот это и вот это компьютерные дела, это вот медицинская информатика, вот здесь, помните, 4 и 5 это чистая медицинская информатика, да? Это все голова врача, да,
вот эта работа медсестер, врачей, чего-то, это информатика, это опять голова этого врача-исследователя. Интерпретация результатов, то есть он глядит на результаты анализа и начинает их обсуждать, думать, какие-то выводы, заключения. Да? Интерпретировал, начинает представлять. Что такое представлять? Таблицы оформлять понятные читателю, графики, писать, описывать методики, вот все, что статью, писать статью, вот эту научную публикацию. Вернее, не публикация, это он здесь представляет просто график, он пока строит, публикация в конце. Да? Он строит графики, данные своей таблицы, что-то еще. И формулирует заключение. Я провел исследование, мы решили, доказали то-то, то-то, пришли к каким-то выводам и так далее. Выводы. Ну и вот непосредственно эта публикация. Это тоже целый процесс, когда этот текст, написанный здесь, с этими таблицами, графиками, современно, красиво оформленными, куда-то в журнал отправляется, там борьба с рецензентами, споры, дискуссии, ругань, благодарность, в общем, все эти эмоции и так далее. И в результате выходит все это в формат публикации, той самой, которая будет одним из доказательств для врача, которым какой-нибудь из врачей найдет. Да? Вот о чем, вот они этапы исследования. Значит, вот то же самое, я немножко, это не моя схема, немножко это в переводе, да, просто немножко в другой, вот как бы чуть-чуть интерпретации, давайте я скажу. Значит, тут не составление протокола, не просто планирование, а прям создание документов, Петя ответственный за то, Вася за это, делаем то-то, так-то, по столько-то минут. Важный этап очень, вот это то, что там написано планирование. Вот выбор исполнителей тоже к планированию, кто конкретно за что отвечает, да, и утверждение. Вот это все три этапа, которые здесь нарисованы. Сейчас, одну секунду, я все-таки подвинусь, тесновато нам тут с диаграммкой. Значит, вот первый этап создания протокола, значит, выполнение и утверждение, это вот там в ту схему входило в планирование, утверждение именно, подпись, прям документов создать. Значит, исследование – это добыча данных, то, что там было, да, пациентов. Ввод данных – это то, что там было, формализация. Не просто так настучали какие-то циферки, а все-таки их качественно разложили в таблички и так далее. Вот она статистика, то, что там анализом было. Представление и публикация тоже там сказано. Это сюда входит и заключение, формирование, интерпретация, публикация сюда. Вот регистрация здесь немножко, даже не скажу, это скорее всего патентование неких своих новшеств и вот как-то регистрация прав, что ли, имеется в виду, да. Значит, вот некая схема, но с большими акцентами, вот, видите, на документализацию этого процесса и утверждение прям подписи, да. Вот, но это то же самое, это этапы клинических как бы испытаний. Так. Вот еще, значит, это вот опять к незабвенному нашему автору возвращаемся из Оксфордского университета. Там-то мы ссылались на ее старые публикации, да, а это вот новые мысли, которые на этой кафедре, в ее голове этой кафедры, этого автора ходят. И как они, смотрите, вот я некие две фразы из статьи, вот этой, вот статья, такой они опубликовали, ну тоже уже, значит, в 2017 году. Has evidence-based medicine ever been modern? Интересно философски, является ли доказательная медицина до сих пор современной? И они начинают думать о каком-то модификации, вот перехода к здравоохранению и так далее. Смотрите, что большая акцепция, потому что в доказательной медицине пациент все-таки понятие абстрактное достаточно, да? Поэтому они призывают больший акцент на каком-то пациенте, как на индивидууме, то есть учета индивидуальных особенностей пациентов. В той классической схеме у нас этого нет. Значит, уникальный пациент, а не абстрагированные истины отдаленных исследований должны стать отправной точкой для клинической практики. То есть еще больше повышение роли пациента в этом процессе. Мы как-то о ней не говорили, мы говорим, что мы на нее опираемся, но он никак не участвовал в процессе поиска ответа. Да? Заметьте. Значит, вот она как. Мы предлагаем некоторые, это прям перевод двух абзацев, предлагаем некоторые предварительные принципы концептуализации медицины, здравоохранения, основанного на доказательствах, как ориентированной практики, а не как последовательности абстрактных решений, основанных на исследованиях. То есть практики ориентированы на пациента, ну и вот опять же такое некое повышение роли пациента в процессе поиска доказательств. То есть это наука такая живая, доказательная медицина развивающаяся и постоянно сама себе задающая такие вопросы, да, являюсь ли я современной. Так, ну что еще у нас осталось?
А вот все, позвольте мне поблагодарить вас за внимание, значит, что еще, и за потраченное время, и все-таки акцентировать, что вот материал моей лекции это для тех, кому не все равно, да, вот тут некой категории врачей, но мы с вами обсуждали эти категории разные врачей, и тех, кому все равно, и тех, кому не все равно. И вот, ну, разные спорные моменты высказывались, но тем не менее я попытался систематизировать это все и как бы прийти к некому исходу. Благодарю за внимание и потраченное время.